И всем привет, друзья! Сегодня у нас, можно сказать, 1 сентября, потому что сегодня дети идут в 1 класс. У нас занятия начинаются в час. Я сейчас хотела съездить быстренько на своем велосипеде за молоком. И мне нужно что-то детям засунуть еще на перекус. Езжу я на своем электровелосипеде. Да, сегодня 8 число, и дети начинают учиться в турецких школах 8 сентября. Так, пришла я в шок. Хочу здесь что-нибудь взять. Ого, и свет выключили. Ну, короче, бывает такое, когда генератор не справляется. Что хочу сказать. В общем, мне нужно здесь взять еще тетрадей парочку, которые мы не успели купить. И да, дети у нас идут в турецкую школу. Почему так решили? Потому что турецкая школа здесь 6 лет, а нашим детям как раз по 6 лет. Вот. До российской школы мы еще не доросли, там с 7 лет. И поэтому мы решили пока, чтобы они поучили турецкий язык. Если им понравится, может быть, мы даже оставим. Вот такие вот мысли. Может быть, вот такие кексики взять, думаю. А так, им не интересно ходить в садик, поэтому садик не отдали. Мы в прошлый раз еле-еле доходили. Я об этом рассказывала. Так, шоколадное точно нельзя брать. Вот чтобы такое засунуть. Может быть, приготовить блинчики детям, но это будет сильно, наверное, жирно. И с запахом, сказали, с запахом ничего нельзя ложить. Чтобы такое взять хотя бы на сегодня, чтобы голову не ломать. Чтобы было и не вредно. Свет дали. И полезно, и не вредно. Вот. Что бы такое могло быть? Вот не знаю. В общем, у старшего в школе дают вот такие вот кексики обычно, наподобие. И еще яблочко, соки. Яблоки у нас тоже, кстати, закончились. Надо же купить. Детки еще очень любят морковку. Как вот в Макдональдсе. Типа полосочки такие нарезаешь. Они это очень сильно любят. У них есть ланчбоксы свои. То есть даже учительница сказала, что берите обязательно ланчбокс. То есть это все учитывается в школе. Нет такого, чтобы там что-то как-то запрещали. Вот. В общем, хожу-брожу. Сейчас надумаю, покажу, что взяла. Так, что я взяла? Смотрите. Яблочки. Вот такие вот к школе штучки разные. Кефир без вкуса. Вот такие вот бургеры. Короче, целая неделя впереди. Затарилась. И вот старшего сына дает обычно в школе вот такие вот более-менее без шоколада полезные с кусочками фруктов кексики. Ну и взяла, смотрела по составу, чтобы было более-менее вот такой вот вишневый сок. Что еще тут у меня есть? Вот такие вот палочки. Ну, я думаю, пока нормально. Вот это я все взяла. Еще искала круассанчики, но не могу найти. Так, молоко купила, хлеб взяла. Взяла еще курочку здесь, в этом магазине. Все, короче, купила. Еду домой. Так, ну что, детки одеты? Я молодец. Мы в школе идем, мы в школу идем, а у нас там в рюкзаке еда, потому что в школе. К сожалению, у нас в школе нет еды, поэтому мы взяли еду сами, и она у нас вот так.
Ну что, друзья, детей оставила в садике, домой сейчас пришла за ключами, на велосипеде поеду в магазин. В школе, хочется сказать, в садике. Теперь уже все дети, все трое учатся в школе, так что надо привыкать к этому. У нас еще соседи по площадке напротив тоже в эту школу ходят. Они в прошлом году первый год пошли, получается, во 2 классе. И мы часто вот видимся, они тоже в желтой футболке. Форма, напоминаю, вот такая вот у начальных классов. Там вроде с 5 класса учатся дети, уже у них красная футболка. Так, что я купила? Я купила яйца, мед по 113 и сливочное масло. Так, ну что, вышла с магазина, вот так вот купила яйца, масло 385, яйца 159, мед 113, и вышло у меня, я еще взяла за 37,50. Это все в лирах, кстати. Мыло жидкое 695 лир. Вот. Вот так вот и уходит у меня время. Я всегда хожу по магазинам. Пока дети в школе где-то, в садиках, всегда приходилось по магазинам ходить. Поэтому какое тут время на себя. Но, считая они с часу до 5, это где-то 4 часа. 4 часа у меня есть свободное время. Хотя бы немножко прийти, поработать. А сегодня я еще хочу приготовить беляш. Ни один праздник у нас не проходит без этого традиционного татарского национального рецепта. И поэтому буду еще заниматься этим. А на этого, наверное, где-то часа 3 точно уйдет, пока ты это внутренние вот эти вот картошку с мясом нарежешь, пока сделаешь, сформируешь это, потом оно будет еще готовиться очень долго. Вот, за этим нужно следить. Поэтому как-то так. Вот так, друзья, и проходит жизнь, да, пока ходишь себе, покупаешь на пропитание что-то, деньги находишь, все остальное. Сейчас дома найду время, в любом случае с вами сяду еще поговорить по поводу школы. Времени, друзья, вообще не могу найти. Не получилось у меня найти время, уже у нас настал новый день. Я уже детей снова отвела в школу. Ну что, идем очередной раз в школу. И я тоже в школу. Да нет, что, я помогаю Азалии поднять ее тяжелый рюкзак. Почему-то Азалии говорят книжки нести, а Алмазу нет. Они попали в разные классы, но немножко отличаются у них вот учителя. У каждого свой способ обучения. В общем, как вы уже поняли, беляш я вчера приготовила. Времени на вас не нашла. Буду в этом ролике жаловаться. Жаловаться на то, что у меня вообще времени не хватает ни на что. Я вот так вот с утра просыпаюсь, у меня день пролетает, потом еще вечером надо кормить мужа, сына, он со школы приходит, и всех вот так вот. Сначала забираю детей, потом приходит муж, потом приходит старший сын, и вот так вот всех надо за всеми следить, все организовывать. Короче, крик души у меня. А времени не хватает ни на работу, вот чисто сесть, попить кофе, моя любимая. Кстати, вот в Атоме купила кофе. Мне прям очень понравилось. Я раньше всегда показывала, что я пила Якобс Кронат, да. И после вот этого кофе мне теперь уже не хочется пить Кронат. Я уже его делаю. Я вот такое кофе никогда в жизни не пила. Вот оно самое вкусное для меня теперь. Другой кофе теперь я пью, я не чувствую вкуса, представляете? Говорили, что черное кофе в Атоме реально вкусное. Оно вот в таких пакетиках. 80 штук идет сразу, то есть можно даже давать на пробу кому-то, 80 пакетиков идет. И на самом деле вот хочу еще и мужу дать, и на работу дать мужу, чтобы они попробовали, поделиться со всеми, потому что очень вкусное. Вот я такое, ну это арабика без робусты, поэтому теперь я понимаю, что это такое кофе настоящее. Прям вот всем советую. Кому, кстати,
хочется, кто тоже хочет заказать себе попробовать, внизу я оставлю ссылку на регистрацию, вы можете сами зарегистрироваться, сами купить себе. Продолжаю жаловаться. В общем, пару моментов таких нашла в школе опять, которые меня не устраивают. Сейчас вам покажу. Туалет в турецкой школе для детей на улице. Для мальчика. У забора у выхода. Это для мальчиков с этой стороны. Вот, с этой стороны для девочек. Пойти На улицу. улицу? Здесь вот для мальчиков. А, и для девочек. Сейчас немножко расскажу об этом. Ладно, сейчас туалеты вот так вот на улице. Но если будет, например, дожди и ветер сильный, куда они будут ходить? Туалеты в школе есть, но это для учителей. Четко сказали дети мне. Я не поверила, и с ними с утра вот тоже еще раз ходила, посмотрела, пока как бы они не учились. Я говорю, где? Покажите, показали. Ну, я как бы удивлена. В любом случае, да, возле туалет возле выхода, там нет охраны, дети маленькие, ну и погодные условия. А еще возле школы есть сладкая лавка, где продают сладости. В общем, дети уже просили деньги первый же день. Сказали, там продают сладости, мы будем покупать. Мармеладки, шоколадки и все остальное. Зачем? Прямо в школе внутри позволять продавать сладости? Тоже вопрос. Что хочу сказать по этому поводу. Школа, конечно, вот такая. Но учителя мне нравятся. Дети вот как бы идут вот уже второй раз с радостью. Отношения хорошие. В группе обо всем разговариваем, общаемся. Какие-то там домашние задания, что-то принести в группе пишут. Да, сложновато будет. Вот сейчас будут родительские собрания, и придется мне как-то договариваться одновременно в двух классах. Я не знаю, как это произойдет. В общем, как-то так. Хочется сказать, что пока что еще ничего не понятно, но вот такие вот моменты есть. Хочу оставить немножко эту тему, потому что это будет много могу что сказать. Перехожу на другую тему. В общем, сегодня я прям жалуюсь, да. Я очень редко жалуюсь на канале, очень редко показываю что-то, то, что меня не устраивает. В основном стараюсь всегда показывать все самое лучшее, позитивное, потому что, ну, так устроена жизнь. Чем больше негатива, тем больше негатива приходит, тем больше позитива, чем больше позитива притягиваете. Поэтому всегда всем желаю позитива, радости, чтобы хорошее настроение у вас всегда было, как бы, и редко жалуюсь. Но тут прям вот захотелось. И некоторые пишут там, вот, недавно комментарий был, вы там написали, что готовите узбекские манты, но я зашла чисто посмотреть это, но их рецепт, ну, то есть как вы готовили, вы не показали, но зато показала, как я что покупала к этому, хотя бы. Вот иногда вот так вот бывает, что собираешься заснять, а времени вообще не остается что-либо показать и заснять, да. Очень редко удается вот так вот взять камеру, поболтать. Также хочу сейчас рассказать по поводу квартиры. Да, вот мы же как бы стремительно ищем квартиру в центре, чтобы детей отдать в другую школу, хорошую, закрытую. Но квартиры сейчас вам покажу. Сегодня с утра искала, смотрела, какие квартиры есть, и вот как раз записала для вас ролик. Показать вам цены на аренду в том районе, где мы ищем. Вот, например, 33 тысячи лир. Квартира 3+1,
фотографии давайте покажу. Да, конечно, мебель есть. Квартира обставленная. Но какая бы дорогая мебель здесь ни стояла, да, и техника, я считаю, 33 тысячи лир в месяц – это очень огромные деньги, если сравнивать с другими регионами. Ну, может быть, только в Стамбуле, там вот таких вот прям центрах какие-то там вот такие цены есть. Но, извините меня, в Селевке, вот знаете, вот у меня, может быть, даже смотрят турецкие жители, да, граждане. И я вот прям вам хочу сказать, что это очень дорого. И пользуюсь, да, тем, что тут работают, приезжают на работу люди, и этим пользоваться и ставить вот такие цены, например, вот 30 тысяч тоже лир. Но это просто обдираловка. Просто, ну, я считаю, некрасиво. Но это Селивке. Это небольшой прям город, чтобы вот такие цены заряжать. Даже в Алании не такие цены, я считаю. Ну, вот сейчас вот даже зайдем, посмотрим. Ну, квартира красивая, да, 3+1. Но 30 тысяч лир, ну, как бы, да, надеяться на то, что сюда заселится человек какой-нибудь там, начальник, может быть. На это как бы люди надеются и ставят такие цены. Хочу показать, да, вот у нас вот, например, квартира без мебели. Мы снимаем за 22 тысячи лир свою квартиру. Вот даже это дорого, я считаю, да. Вот 18 500, 2+1. 18 тысяч лир, 18 500. Мы в Газипаше свою квартиру пустую 3+1. Ну, как пустую? Там у нас газ, вот эта вот тройка была тоже, да, вот это 2+1, 18 500. А у нас дуплекс 3+1. Кондер у нас тоже есть там. Это еще первый этаж. Стоит 18 500. Я показывала, вот. Пустая. Мы, например, сдаем за 15. 3+1. В Газипаше, извините меня, это недалеко от Алании. Ну, короче, цены просто вот удивляют. Вот настолько люди пытаются деньги сделать. Вот, например, 27 тысяч лир даже. Ну, дорого, я считаю, дорого. Вот за такую кухню, смотрите, какая кухня. Тут даже кушать, готовить неудобно. Кто сюда заедет за 20... Сколько? За 27 тысяч лир. Поэтому ищем квартиру и в шоке вот над такими ценами. Просто в шоке. Ощущение, что мы вообще отсюда не переедем. Но наш хозяин зарядил, да, в этом году, в январе, 22 тысячи лир. Если он, например, скажет... Это вот 27 с мебелью. Если... Он, кстати, просил 26 тысяч лир. Представляете, там? Ну ладно, говорит 24, когда мы уже сказали, что мы нет. А потом уже время прошло, мы уже все ищем, прям уже такие, прям написали в группе нашего дома, что все, переезжаем. И нам, короче, он такой, ну ладно, давай уж 22. Пустая квартира. Просто переезжать с мебелью очень тяжело, поэтому мы не стали. Ну, смотрю, вот я тут вот, да, вот, ну, например, 2+1, 17 тысяч лир. Ну, смотрите, да, за 17 тысяч лир обязательно это старый дом, без газа, плитка везде, видите, какие квартиры здесь сдают, 2+1 за 17 тысяч. Везде плитка. Но в этой квартире захламленной, я непонятно не понимаю, что за мебель тут стоит, да, ну, мы не любим такие квартиры, где очень много мебели непонятной, что-то стоит, лежит. Лучше бы даже не фотографировали в таком виде квартиру. За 17 тысяч лир без газа, комбидуал у вас написано, но что-то я не вижу газа, да, то есть этот подведенного. Вот здесь вот. Возможно, просто написала дуал газ, а газ не активен. Такое может быть. У меня вот знакомые так заехали. Ну вот, например, 17 тысяч. Но за 15, да, вот смотрите, 15 тысяч. Но смотрите, какая квартира убитая. Здесь
я считаю, никто жить не будет. Вообще. Я не знаю, либо здесь ремонт хороший надо делать. Аж стыдно выставлять, я считаю, что... Смотрите, за 15 тысяч. Так убитая вся, как будто просрали квартиру. Засрали, то есть, точнее. Вот. Ну, явно сюда не уедем. Ни газа, ни плитки, ничего нету. Балконы уже ужасные, просто вот все ужасно. Например, вот цены, 30-ка, 30 тысяч. Я ее показывала вроде. 27 показывала, 19 500. Вот. Более-менее что-то еще можно подумать, но смотрите, кондеров нет вообще. Вид какой-то на что-то типа теплицы. Батарей нету. 19 500, друзья. Что хотят люди? Вот ни тройки нет, ничего нету. То есть ни плиты, ни газа, ни духовки. Здесь водонагревателя нету. Как здесь жить? 19 500 просят люди. Я просто возмущена. Вот, не могу вот не поделиться с вами своим вот этим вот возмущением. Я очень редко как-то высказываюсь. 18 500, 2 плюс 1 показывала. 3 плюс 1, 19 тысяч. То же самое. Газа нет. Кондера нет, что-то выдернуто тут. Здесь кондера нет, здесь шнуры торчат. Тройки нету вот этой вот плиты газа. Здесь видно, подведено для комби-системы. Комби не купили. Пустая абсолютно квартира, без ничего после... Скорее всего, только построили квартиру. Кондеров нет. Вся грязная. Что хотят люди? Не понимаю. Вот что. 19 тысяч лир. 22 тысячи лир. 2 плюс 1. 80 квадратов всего лишь. Маленькая. Мы сюда даже не поместимся. Вот. Поменьше семья. Цена... 22 тысячи лир. 3 плюс 1, 18 тысяч лир. Вот. Кондеров нет. Старый дом. Убитая какая-то мебель. Непонятно что. Квартиры, честно, вот прям желают оставлять лучшего. Здесь даже нет душевой кабинки. Извините, кто будет здесь жить? Вот, здесь все не очень хорошем состоянии. Газа нет. Ой, не знаю, я прям в шоке над ценами. Я просто в шоке. Хоть уезжай со слезами. Обратно себе в Газипашу. 15 500 квартира. 3 плюс 1. Дом. Ладно. Внутри. Специально не фоткают нормально. Плитка. Как в больнице. Палата вот вам, пожалуйста. Можете за 15 500 палату снять. В плитке. Газа нет. Зимой будет просто ужасно холодно. Не вижу водонагревателя. За 15 500 что тут может привлечь человека за 15 500? Я не знаю, вот реально вот в таком месте. Кухня, смотрите, просто, я не знаю, видно вам, не видно, это же жесть. Это просто жесть. Просто вот 25 тысяч хотят эти люди. В квартире 11-15 лет. Кондер старый. Балкон старый. 25 тысяч хотят. Что это? Это душевая здесь. Вот. Слив. За 25 тысяч лир. Пожалуйста. Умывайтесь как-нибудь. Можете на балконе умыться, если хотите.
Туалет вот вам, пожалуйста, как уличный. Плитка везде. Это же жесть. Тут с детьми невозможно жить. За 25 тысяч лир чего-то хотят люди. Поражаюсь, просто поражаюсь. Балкон. Ну, не знаю, сами жили бы в такой квартире, не знаю. Вот такие цены. И вроде, ну ладно, вот пустую, например, снять. Давайте вот, например, наш вариант. Нам можно пустую, да, более-менее можно по ценам найти. 2+1 не вариант. 3+1 15 тысяч убитая квартира. 2+1 не вариант. 3+1 вся в мусоре. Я показывала вам. 3+1 за 18 тысяч, тоже 25 лет в квартире. 22 тысячи, 4+1. Более-менее вот эта квартира. Вот единственное, да, можно сравнить с нашей, но этаж, 15-этажка, 10 этаж. Так, вот вам, наверное, не видно. Душевой этой штуки нету. В одной ванной, в другой есть. А-ля тюрк. Очень высоко. Ну, внутри, как бы, да, дома. Сито небольшое. Вот, получается, кухня. Кухня более-менее. Но у меня тут кухня большая, огромная. Плюс есть бассейн, да, недалеко. Здесь, кстати, и невысоко. Здесь вот даже эти поставили, потому что страшно. Такие, видите, чтобы не упал ребенок. Ну, как бы, кондеров, похоже, тоже нет. У нас здесь есть кондер, тройка есть. Сейчас еще раз посмотрим. Эта тройка есть хотя бы на кухне. Кондеров нет. Вот, видите, кондеров нет. 22 тысячи лир. Куда переезжать? У нас пока до января проплачено. Если люди будут так поднимать, извините меня, нам-то депозит платят, ну, за квартиру платят не такие большие деньги. Мы с кармана платим, добавляем. Просто вот реально уже снимать ничего не будут люди. Вот и все, если будут такие цены поднимать. Скоро уже дома достраивают для этих работников АКУИ. Все туда переедем, дай бог, и не будем мучиться вот так вот квартиры искать. Потому что за 22 тысячи вот такую в плитке квартиру брать никто не собирается. Извините, конечно, что я так жалуюсь, но это просто крик души. Вот честно поделилась. Сколько ищу, каждый день захожу в квартиру, удивляют цены. Удивляют квартиры, насколько они ужасные, убитые, недоделанные. Вот хочу показать в сравнении. Алания 2+1. 18 тысяч лир. Хотя бы просто. Посмотрите, какие квартиры. Чтоб понимали, за 18 тысяч лир какие можно квартиры приобрести за ту же сумму. С бассейном. Кухня уютная, с диваном. На полу ламинат. Все очень красиво. Приятно даже смотреть. Вот. Сейчас подожди, ладно? Например, 2+1 тоже вот. Прям у моря. Тоже, если так посмотреть, да, плитка, но настолько все уютно, красиво.
Все доведено до ума. С бассейном. Вот. А у нас сколько там? 30 цены были, да? Вот это 2 плюс 1 за 20. Ну, хотя бы 3 плюс 1 найти бы. Вот, за 25 тысяч 3 плюс 1. Квартира тоже старая, конечно. Но у моря. Ну, все равно, как бы, да? Батарея есть, кстати. Ну, старенькая, конечно, квартира. Вот 3 плюс 1 посмотреть бы еще. 65 тысяч. Это, наверное, вилла какая-то. Ну, вот за 35 тысяч примерно, да? Цены, как у нас, да, там хотят. Вот за эту стоимость, например, здесь можно дом снять. В Алании. Ну, я бы тоже за 35 такой дом не сняла бы. В общем, цены, ну вот за 20 тысяч, 2 плюс 1. В Алании, а не в Селивке, где моря нет, никакой инфраструктуры, цены почти что одинаковые. Вот здесь вот сейчас поставлю. Сколько? 3 плюс 1 сразу. И еще этот пустые хочу посмотреть. Например. И пусть будет... Так, не то. Подожди, ладно? Сейчас я быстренько посмотрю. Зрителям покажу. Бинаеши пусть будет вот небольшие. И пустую сейчас посмотрю. Подожди, ладно, Алмаз? Вот, например, 3 плюс 1 пустая. 3. Это прям хоромы, конечно. Большая. Все 70 квадратов. Обалдеть. За 15 тысяч лир. 3 плюс 1. С видом на море. Пустая. Ну, 15 тысяч. 15 тысяч в Селивке и 15 тысяч в Алании. Понятно. Какая разница? 3 плюс 1 за 25 тысяч. Хороший, кстати, красивый район. Ну, в общем, короче, тут, мне кажется, даже сравнивать не надо, потому что Алания – это Алания, а Селивки – это, можно сказать, деревня. Ну, Алания как бы тоже вот с сауной даже за 25 тысяч лир, 3 плюс 1. Как можно такие цены ставить? Вот 3 плюс 1 – 18 тысяч. И помните, да, ту квартиру за 22 тысячи, тоже в строительном мусоре убитая, за 22 тысячи. Здесь вот, пожалуйста, 18 тысяч, Алания. 3 плюс 1. Короче, я без мебели поставила. Сейчас попробую с мебелем. 3 плюс 1. Это виллы, например, за 34 тысячи. У меня вот квартира упакованная. Короче, вот такая вот квартирка. Ой, короче, ладно, что показывать уж. Вот так вот у нас сейчас. Ну что, друзья, буду, наверное, на этом заканчивать свое нытье, свою жалобу. Поныла, пожаловалась
стало легче, как говорится, хоть немножко высказалась, что хотела рассказать, рассказала. И пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Я же буду сейчас пить кофе, немножко отдохну, поделаю свои дела. Всем желаю, как всегда, счастья, хорошего настроения, позитива. Конечно же, самое главное – это мирного неба над головой. Мы продолжаем искать себе свою квартиру. Я думаю, кто будет искать, тот обязательно найдет. Самое главное – не расстраиваться, не отчаиваться. Как говорят, рыбы ищут там, где глубже, люди ищут там, где лучше. Это самое главное, да. Варианты все равно находят. Вот мы с риэлтором списались. Он нам тоже сегодня скинул за 25 тысяч такую пустую, хорошую, очень хорошую квартиру, но 25 дороговато, будем искать дешевле, конечно же. Если не найдем, здесь останемся, будем договариваться с хозяином. Наше это сите нам очень нравится. В общем, как-то так. Всем пока.